Израиль развивает друзский проект в Сирии. Что это значит для региона? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов, заявил, что Израиль не допустит военного присутствия новых сирийских властей к югу от Дамаска и требует полной демилитаризации этого региона. Он подчеркнул, что Израиль не позволит силам организации Хаят Тахрир аш-Шам или новой сирийской армии войти на территорию южнее сирийской столицы. По словам Нетаньяху, Израиль намерен укреплять связи с дружественным населением на юге Сирии, уделяя особое внимание друзам. Он добавил, что армия обороны Израиля продолжит оставаться на горе Хермон и в буферной зоне на неопределенный срок для обеспечения безопасности жителей Голанских высот и северных районов страны. Это может свидетельствовать о стремлении Израиля создать буферное образование на границе, населенное друзами, что в перспективе способно привести к изменению границ региона. Друзы – значимое этноконфессиональное меньшинство Ближнего Востока. Их численность в мире оценивается в 1,5–2 миллиона человек. Наибольшее их количество проживает в Сирии – около 800–900 тысяч, в Ливане – около 250–300 тысяч, и в Израиле около 150 тысяч. Израильские друзы в основном проживают в окрестностях Хайфы и горы Кармель. Около 100 тысяч из них плотно интегрированы в израильское общество, служат в армии, преимущественно в спецподразделениях и войсковой разведке, занимают значимые посты в органах власти. В связи с этим друзский проект Израиля имеет не только внешнеполитическое, но и внутреннее геополитическое значение. Его реализация в Сирии может усугубить раскол страны и создать новые вызовы для региональной безопасности. Турция с подозрением относится к действиям Израиля в Сирии, опасаясь, что вслед за развитием друзского проекта последует реализация курдского проекта, поддерживаемого США. По мнению турецкого руководства, подобные инициативы дестабилизируют ситуацию в Сирии и угрожают национальной безопасности Турции. Согласно американским экспертам, одним из возможных сценариев может стать федерализация или конфедерализация Сирии, по примеру иракского Курдистана. Однако главной проблемой остается легитимизация этого процесса. По версии издания Foreign Policy in Focus, для его запуска Израиль стремится убедить международное сообщество, что власть в Дамаске захвачена джихадистами, что представляет угрозу не только для Израиля, но и для арабских государств региона. При этом в Израиле предполагают, что Турция оказывает значительную поддержку Дамаску. Анкара же считает такую риторику угрозой собственной геополитической устойчивости и не исключает военного вмешательства в сирийский конфликт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль после Палестины и Ливана может нацелиться и на турецкие территории. По его словам, в регионе реализуется зловещий план, который выходит за пределы конфликта вокруг Газы, Западного берега и Ливана. Эрдоган видит в действиях Израиля попытку реализовать идею о «земле обетованной». Он также обвинил США и Израиль в поддержке курдской организации «Силы народной самообороны», связанной с рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической. Турецкое руководство утверждает, что отряд народной самообороны используется как инструмент для достижения израильских и американских целей в регионе. Ситуация обостряется на фоне намеченного визита Эрдогана в Сирию, который должен состояться в начале священного для мусульман месяца Рамадан, 1 марта. Президент Турции намерен провести первый ифтар в Дамаске и совершить молитву в мечети Омейядов, обещание, данное им еще в 2012 году. Предстоящие переговоры с сирийскими властями будут сосредоточены на вопросах безопасности, экономических связей и определении политического курса новой сирийской администрации. Турция, обладая протяженной границей с Сирией, 911 километров, активно участвовала в сирийском конфликте. С 2016 года она провела несколько трансграничных операций против курдских сил, базирующихся на северо-востоке Сирии. Анкара рассматривает их как прямую угрозу своей безопасности и настаивает на выводе этих формирований из приграничных районов. Новая сирийская администрация, в свою очередь, стремится восстановить отношения с арабскими странами, что подтверждают недавние визиты сирийских министров в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Это вызывает у Турции опасения относительно потери влияния в регионе, где Анкара ранее поддерживала вооруженную оппозицию. Несмотря на попытки Турции закрепиться в северных районах Сирии, ее политика сталкивается с сопротивлением не только со стороны Израиля, но и части арабского мира. В Эр-Рияде и Дохе опасаются усиления турецкого влияния, считая приоритетным сохранение территориальной целостности Сирии. Новое сирийское руководство старается балансировать между различными региональными игроками, не отдавая предпочтения ни Турции, ни Ирану. Хотя по визитам и внешним признакам становится ясно, что Аль-Джулани отдает предпочтение Турции. Тем не менее, вероятность формирования в Сирии зон влияния с участием внешних сил остается высокой. Израиль, в свою очередь, рассматривает любое усиление иранского присутствия в Сирии как угрозу своей национальной безопасности и готов предпринимать меры для его предотвращения. В этом контексте Израиль и Турция, несмотря на противоречия, могут оказаться временными союзниками в стремлении не допустить восстановления иранской оси сопротивления на сирийской территории. Однако такая перспектива пока выглядит маловероятной из-за взаимных подозрений и конкуренции за влияние в регионе. В этой сложной геополитической игре Израиль стремится не только защитить свои границы, но и создать благоприятные условия для укрепления связей с друзским населением на юге Сирии. Такая политика может привести к фактическому изменению границ и созданию буферного государства, что вызовет новую волну напряженности. Турция, в свою очередь, будет добиваться признания своих интересов в Сирии и выступать против любых инициатив, которые могут ослабить ее влияние. Предстоящие переговоры Эрдогана с сирийскими властями станут определяющими для будущего турецко-сирийских отношений. Их исход может повлиять на расстановку сил на всем Ближнем Востоке, где продолжается борьба за контроль над стратегически важными территориями. Израиль же ясно дает понять, что не намерен уступать в вопросах безопасности и готов противостоять любым угрозам, включая символические шаги Турции в Дамаске. Ситуация в Сирии остается напряженной, а борьба за влияние в регионе только усиливается. Удастся ли Турции сохранить свои позиции, или другие игроки возьмут верх, покажет время. Но одно ясно как день. Израиль не допустит, чтобы Турция полностью контролировала Сирию, что могло бы привести к частичному контролю Турции над Ближним Востоком. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе важнейших событий мира, Ближнего Востока и Закавказья.